Добрый день, любители лоскутного шитья! С вами канал Мой Лоскут. Сегодняшний мастер-класс я хочу познакомить вас с очень интересным блоком, который называется цепочка. Выглядит он вот так, но это часть только этого блока. Полностью вы его можете увидеть в конце нашего видео, как это будет выглядеть. Я его увидела в интернете и очень захотелось разобраться, как же все-таки шить эту цепочку. На самом деле все казалось не так сложно, как кажется. Для проекта нам понадобятся небольшие лоскутки тканей, отлично подойдут остаточки любых тканей. Тут можно использовать разноцветные, можно использовать 3 цветов ткань, тогда будет контрастная цепочка получаться. Ну давайте приступим. Так, для того, чтобы построить этот блок, нам понадобятся лоскуты ткани 3 цветов, 2 цветных и 1 фоновая ткань. Фоновой ткани нужно 5 квадратов 5 на 5 сантиметров и 1 квадрат 9 на 9 сантиметров. Первой цветной ткани нам понадобится 1 прямоугольник 5 на 9 сантиметров и 2 квадратика 5 на 5 сантиметров. Второй цветной ткани нам понадобится 2 прямоугольника 5 на 9 сантиметров и 1 маленький квадрат 5 на 5 сантиметров. А сейчас разложим этот блок, как он должен у нас выглядеть. На 2 квадратиках фоновой ткани 5 на 5 сантиметров прочертим диагонали. Вот так. Теперь будем собирать блок. Вот мы разложили наш блок, как он должен выглядеть. Как видите, он состоит из 4 частей. Первая, вторая, третья, четвертая часть. Ну, вот эта часть у нас полноценный квадрат, а вот эти вот будем сшивать в квадраты. Начнем в первую очередь вот с этого. Проложим строчку по диагонали. Здесь и по диагонали вот на этом квадратике. Затем загладим, заутюжим эту диагональ. Таким образом, лишнее отрезаем. Сшиваем вот эти квадраты друг с другом. И затем пришиваем вот эту часть к этим 2 квадратам. Также поступаем и с этой частью. Сшиваем 2 маленьких квадрата, затем к ним пришиваем вот этот прямоугольник. Ну, здесь тоже все понятно, такая же часть, как вот эта. Итак, идем к машинке. Так, вот пришили вот эти вот квадратики по диагонали, разутюжили, и теперь лишнее мы отрезаем. И теперь нам осталось сшить это с этим, это с этим, это с этим. А дальше сшиваем этот квадрат с этим, этот квадрат с этим. Вот так вот шили 2 части, эту с квадратом и вот эти 2 квадрата. Теперь сошьем их вместе. Здесь на этой части, значит, у нас шов заглажен в эту сторону, заутюжен, на этой части в эту. И теперь совмещаем вот эти точечки и вот эти точечки, чтобы у нас швы были заутюжены в разные стороны. Вот таким образом. Можно наколоть булавочками, если боитесь, что это сместится все. И прокладываем строчку. Итак, начинаем собирать нашу цепочку. Квадрат фоновой ткани должен быть вот в этом углу. Второй блок. Квадрат должен быть здесь. И вот в таком порядке собираем. Как видите, получается вот такая вот цепочка. Цепочка здесь получается по диагонали. Если вы хотите, чтобы цепочка выглядела у вас вертикально, то есть надо раскладывать блоки вот таким вот образом. В виде ромба квадрат ставим. И тогда сбоку у нас получаются вот такие вот треугольники, которые надо закрыть фоновой тканью. Вот так вот.
Чтобы определить размер вот этого треугольника, достаточно сложить пополам вот этот квадрат. Мы получим размер треугольника. То когда будете выкраивать, не забудьте вот с этой стороны дать припуск на шов. Вот так. И тогда треугольники надо добавить по бокам, сверху и снизу. И у вас получится готовое покрывало. Как видите, блок получается очень простой, его легко сшить и отлично будет смотреться и в детских покрывалах, и для взрослого можно сшить. А также его можно использовать в качестве каймы для большого покрывала. А на этом я с вами прощаюсь. Все вопросы оставляйте в комментариях, я на них обязательно отвечу. До новых встреч!